Меня зовут Адам Ауербах. Я работаю в компании, которая называется EPAM Systems. Наверняка вы знакомы с нашей компанией. У нас офисы по всей России, в Беларуси, Украине, Европейском Союзе и, конечно, в Северной Америке. Я соруководитель группы Cloud DevSecOps, DevTestSecOps и отвечаю за тестирование и DevOps. Я сегодня хотел бы с вами поговорить о непрерывном тестировании, почему это ничего общего не имеет с автоматизацией тестирования. Пожалуйста, фолловите меня на Твиттере, Bagman31. Я, конечно, там разные статьи публикую, разные другие доклады. Можно на LinkedIn. Адам Ауербах. Так и есть. Всегда с радостью отвечу на все вопросы. И просто один слайд в отношении EPAM. EPAM почти 3000 инженеров, глобальная консалтинговая компания, у нас почти 30 тысяч разработчиков, 7 тысяч тестировщиков, половина из них занимается автоматизацией, и я буду с вами сегодня вам расскажу о том, что мы видим на рынке и том, на чем мы специализируемся. Это не будет, конечно, там, продающая презентация, просто какие-то вещи, которые на мой вкус полезны вам для компании, где вы работаете. Пожалуйста, используйте слайды для вопросов и по возможности задавайте их на английском, но можно и на русском. Я попробую использовать Google переводчик. Давайте поговорим о DevOps. DevOps — это основа того, как мы трансформируем тестирование. Откуда вообще берется вот эта идея непрерывного тестирования? Давайте начнем с вопроса, что такое DevOps? DevOps — это философия. Это философия того, как доставлять заказчикам высококачественное ПО быстро. И часто говорят, что DevOps — это CI, непрерывная интеграция. Некоторые говорят, DevOps — это когда разработка и эксплуатация, operations, сходятся вместе. Это, на самом деле, улучшение времени выхода продукта на рынок, сокращение. Я об этом думаю так. Команда разработчиков, тестировщиков, работающих вместе, которые могли бы помочь в том, чтобы максимально быстро переводить код в продукт. И это не только вопрос того, как заставить, например, команду иметь полный доступ к проду и максимально часто туда выкладывать релизы, но и о том, как дать им те инструменты, с помощью которых они могут получать обратную связь о различных фичах и безопасно выгружать код безопасно релизить его. И основной девиз DevOps — это вы это строите, вы это и за это отвечаете. Это не только про написание кода, про тестирование, это про понимание окружения, про понимание CI, процесса CI, ответственность за качество. И, по-честному, если это работает, если это ломается в проде, то это те же самые люди, которые должны это чинить. То есть это agile команда. И вот в этом, собственно, заключается философия. DevOps, и стараемся применять это в тестировании. 5 основных принципов DevOps, не только к тестированию относятся. Это постройте однажды и делайте много раз. Каждый раз при тестировании мы создаем инфраструктуру, какие-то бранчи, стратегии для разных форков и разные
для разных окружений, это могут быть разные куски кода, они выбирают их, и каждый раз приходится повторять сначала. Для DevOps вот такое, когда мы пытаемся построить что-то похожее на фабрику, которая просто собирает нужные, как на конвейере, нужные сборки, мы хотим, чтобы у нас все собиралось автоматически. Следующий принцип – это самообслуживание. Для тестирования очень часто, например, у нас Enterprise команда делает автоматизацию регрессионного тестирования или тестирования безопасности, а команда, которая работает по Agile, занимается ручным тестированием. И когда мы говорим о DevOps и применении его тестирования, наш вопрос в следующем: как заставить команду, Enterprise команду не делать автоматизацию, а переложить это все на Agile команду, которая должна это делать, а вот Enterprise команда должна просто предоставлять возможности для того, чтобы они это могли делать. Третье. Поддержка. Когда вы переходите на эту модель, людям потребуется помощь. Им нужна будет возможность позвонить другу и сказать: слушай, я что-то не знаю, как автоматизировать эту штуку, или этот объект, или использовать этот API-сервис, и у меня какие-то технические проблемы возникают, поэтому мы хотим, чтобы наши enterprise команды поддерживали и давали лучшие практики нашим agile командам. Четвертое касается возможностей. Как только мы двигаемся быстрее, мы встречаем большое количество проблем и препятствий. Нужны данные, которые мы можем повторно использовать. Работаем с третьими лицами, окружениями, поэтому нам нужно очень четко понимать, каковы ограничения, и работать над их разрешением. И последнее – это ответственность. Мы должны перестать быть тестировщиками, разработчиками, которые делают только вот это или только вот это. Мы команда инженеров, и мы должны вместе нести ответственность. Как тестировщик я должен понимать архитектуру приложения, должен понимать процесс CI и облачную инфраструктуру, если мы двигаемся в облако. Как разработчик я хочу понимать, что я тестирую, как я это тестирую, и уметь создавать тесты самостоятельно. Вот это 5 основных принципов DevOps и того, как мы применяем тестирование. Хотел также показать вам вот этот слайд, который отвечает за определенную зрелость компании. И обычно, когда мы говорим «мы Agile», что это означает? Что у нас есть? Несколько спринтов, да, тестирование, и, например, произошел, например, спринт, после которого нам нужно сделать регрессионное тестирование, которое мы называем утверждающим, да, ну, на самом деле это уже не Agile, это уже Waterfall. Весь смысл Agile в том, чтобы деплоить код в каждом спринте, каждую неделю, каждый день или несколько раз на дню. Не может быть у вас такого, как готовность к релизу не в каждом спринте. Вы должны иметь возможность внутри спринтов делать деплоймент. И вот вопрос о непрерывном тестировании. Просто чтобы было понятно, если вы прочитаете, да, я надеюсь, что переводчик сможет прочитать по-русски. Непрерывное тестирование – это когда все тесты, которые необходимы для того, чтобы проверить приложение, автоматизированы, являются частью пайплайна и отвечают за то, чтобы определить, когда мы двигаемся к следующему шагу процесса. То есть непрерывное тестирование и автоматизация – это разные вещи, и очень часто люди говорят: у нас continuous testing, у нас тут Jenkins, CI, Automation есть, но это не непрерывное тестирование. Непрерывное тестирование выглядит вот так. У нас есть CI-процесс, Continuous Integration, интеграции, в котором каждый раз, как только разработчик чекинит какой-то код и создает pull request, мы запускаем набор тестов, которые проходят и отвечают на вопрос, отвечает ли этот код критериям качества и может ли он быть выложен в следующую среду. То есть, если у вас есть юнит-тесты, вы должны иметь юнит-тесты, статические тесты безопасности,
смог-тесты, какие-то тесты нагрузочные. Вы запускаете их, и если вы в достаточной мере у вас код coverage автоматическими тестами, есть все, вы можете запускать. В следующей стадии это может быть какие-то динамические, более глубокие тесты безопасности. И на базе этих тестов билд двигается в следующее окружение, в которое вы запускаете еще больше тестов. И этот процесс продолжается, повторяется до тех пор, пока код не попадет в прод. Это непрерывное тестирование. Все, что мы делаем для того, чтобы автоматически сертифицировать наше приложение, все автоматизировано, все это интегрировано в CI. Мы спрашиваем результаты тестов для того, чтобы понять, могу я двигаться дальше. Если мне нужна ручное взаимодействие с результатами, тест-репортами, и мне нужно понять самому человеку, можно ли этот релиз отправлять в прод, нет, это не непрерывное тестирование. Если команда может видеть результаты тестов, quality-кейты, то есть порог качества, тогда вот это непрерывное тестирование. Вы видите, что автоматизация является частью непрерывного тестирования, но это не одно и то же. Непрерывное тестирование гораздо более высокий уровень зрелости во всей организации тестирования. В то время как автоматизация — это просто один из инструментов. Как туда попасть? Ну, во-первых, это пайплайн. Как инженеры по автоматизации, разработчики, тестировщики, мы должны понимать пайплайны очень хорошо. Какие инструменты мы используем, как эти инструменты, что они становятся вообще основой всего, что мы делаем. Все наши тесты должны запускаться через пайплайн. В идеале результаты тестирования должны возвращаться в пайплайн для того, чтобы принимать решение, продолжаем мы двигаться или нет. Если нам нужно какие-то среды разворачивать, это тоже должно происходить через пайплайн. Данные и так далее. Это основа всего, что мы делаем. И очень важно, чтобы мы отлично понимали наш инструментарий и интегрировали весь процесс тестирования с пайплайном. У нас должна быть возможность автоматизации в реальном времени. На уровне компонентов, API-тесты, юнит-тесты, они все должны быть автоматизированы и происходить во время разработки. В идеале, как только мы чекиним код и чекиним тесты. Они все в одном репозитории, они все части CI. Есть несколько лучших практик в индустрии, BDD, Acceptance Test Driven Development, TDD, сценарий на Геркина, от владельцев продуктов мы автоматизируем эти тест-приемочные тесты, пока разработчики разрабатывают код, мы сводим их, убеждаемся, что они работают. Разработка тестов — это процесс разбиения на юнит-тесты и затем написания кода. В конечном итоге самое важное, чтобы у нас было юнит-тестирование по определенной цели по код-кавреджу, и дальше при каждом pull-реквесте они запускались. С точки зрения автоматизации очень важно, чтобы мы понимали пирамиду тестирования. Этот слайд очень активно используется у нас, потому что когда мы разговариваем с заказчиками о том, чтобы двигаться в сторону автоматизации или непрерывного тестирования, он обычно говорит, вот мои кейсы, давайте автоматизируем их. Но, как правило, они находятся на уровне UI-тестов. И на самом деле, если вы автоматизируете то, что есть в ручном тестировании, вы получите перевернутую пирамиду. Проблема в том, что UI-тесты очень нестабильны, они часто дают неверный результат,
они очень много времени занимают, и все чаще и чаще мы приходим к выводу о том, что эти тесты ненадежны и не дают вам высокий возврат инвестиций для UI-автоматизации гораздо ниже, чем для юнит-тестов. So component level tests are isolating the different components of your application, the UI, the API, the backend, and having a full suite of tests around that component and what it does. And then you can have some end-to-end tests that integrate between the different components, and then, yes, like ideally some ad hoc exploratory manual tests. You still need to do some level of manual Конечно, testing, нужно какие-то исследовательские тесты but мануальные делать, но на самом I деле tell people, они уже don't hire manual testers. If you have job recs out there for people, like it should all be for automation engineers or software engineers and tests. You shouldn't be hiring manual testers. You still need to do some manual testing, but companies like Google, they and Netflix, they don't have manual testers, but they use vendors like ourselves to do crowd testing or test in production. And so there are other ways to do manual testing. Your testers on your teams need to be similar to engineers, and they need to be able to understand the architecture in order to automate at these different layers. Open source tools. There are really great third-party tools. And depending on your technology stack, if you're using a COTS product, or maybe you're automating an older system, you might need to use a third-party tool. But if you're trying to do continuous testing, the open source tools are the most advanced, they're the most flexible, they're the best to integrate into your CI process, and frankly, you're going to get there the quickest using open source tools. Obviously, again, it requires your testers to be engineers, to have some level of programming experience to take advantage of them, but these are best practice when it comes to continuous testing. From an environment perspective, we need to be able to understand how мы должны понимать, как использовать облако. Когда я работал в банке, занимался безопасностью, мы интегрировали непрерывное тестирование, была группа тестирования, которая научилась пользоваться Kubernetes и докером для того, чтобы настраивать сети селениum в облаке и эмулировать различные браузеры и устройства. И департамент тестирования стали экспертами в компании в отношении контейнеризации, потому что в нашем тестовом окружении все приложения они могли поднимать в любом формате решения. В EPAM у нас свое собственное мобильное облако для того, чтобы иметь возможность доступаться к устройствам, и очень много хороших инструментов от третьих компаний, Perfecta и другие, которые вы можете тут же в ваш CI-процесс внедрить. Но у вас должно быть вот это вот продуманное окружение как часть пайплайна. Тестовые данные. Почти все компании сталкиваются с этой проблемой, и на данный момент нет индустриального стандарта о том, как эту проблему решить. Часто люди говорят: о, мне нужны данные на проде, они пытаются их как-то очищать, делать какие-то выборки, но это медленно. И синтетические данные на самом деле гораздо более рекомендуемый подход, потому что вы можете создать вот эту тестовую режим данных для всего, потом уничтожить или просто производить в том объеме, в котором они вам нужны, тогда, когда они вам нужны. И очень разные компоненты можете на лету генерировать, поэтому вам не нужно их держать даже. Вам нужно запускать тесты много раз, поэтому самый лучший способ понять эти ограничения — это просто запустите ваше агрессивное тестирование 3 раза подряд. На 3-й раз падает. Почему падает? Как скорее всего, потому что тестовые данные.
as I mentioned, one of the ways to solve for test data, as well as other constraints within your application architecture, is service virtualization or stubbing. There's some really great open source tools like Montebank and Mockito, and then there's the third-party tools from Broadcom and IBM, Microsystems has, used to be HP, they have their own service virtualization tool. But basically, service virtualization allows you to stub out those calls to the back end. So at a financial service company, maybe you have a mainframe processing engine, and so you're testing your mobile app. Or let's say you're testing an API, and so you think you need data within that mainframe. Well, you can use service virtualization to stub out the mainframe and give all of the calls back to the API and to the front end, like with dynamic data sets. You can run all of your tests on those other components, and then maybe once a day, you get the mainframe. So service virtualization allows you to isolate those components and rigorously test it, so that way when you do end-to-end testing, it's more just like your critical transactions, your happiest. При интеграционном тестировании это просто уже критические транзакции, на которые надо проверить. Real-time dashboards for the team. We need to understand how the testing is going and how to and where there might be flaky tests or when to investigate defects. And the team needs to understand the health of the pipeline and the progress of the code. So two really popular dashboards. One is reportportal.io. This is a tool that we've developed at EPAM. It's open source. It's totally free. Any of our competitors are using it. And basically, it uses natural language processing to go through your automated test results and quickly start to recognize what type of failure it is. So let's say you have thousands of automated tests and several hundred of them fail. So the report portal learns how to recognize the failures and will start to categorize them. Hey, this is a failure because of the framework, this is a failure because of the environment, this is actually a real defect. So it helps speed up that triage process, and you can integrate it back into your CI tool, so that you can stop the build based on the error. We have some companies who have customized report portal and have integrated performance and security tests into it because, especially with security tests, you get a lot of false fails. So that natural language processing engine of report portal can help filter out those false fails for security tests because it looks at the full stack trace and compares that to previous runs and how you categorize them. From a DevOps perspective, Capital One is a bank in the United States. They've done a lot in open source. You go to CapitalOne.io, and they have a dashboard called Hygeia. And that integrates into your CI tool, so that you can see Дашборд есть, который интегрируется с вашим CI-инструментарием, он видит код, который двигается из окружения в окружение, рассказывает о том, где он задерживается, где тесты идут долго, и позволяет делать много аналитики в реальном времени для того, чтобы понять, где у вас там ручное тестирование, где возможности автоматизации и где какие-то баги, которые всех задерживают. Вот это непрерывное тестирование. Все тесты они автоматизированы, они все самостоятельно работают в пайплайне, и в этих quality в воротах качества вы задаете типа нужные значения. И вот снизу более сверху более простые, снизу более сложные тесты. Безопасности, тесты мутации, пентесты. Это более сложные вещи. Конечно, имеет смысл такие проверки качества сначала фокусировать на более простых тестах. Но это большой шаг интегрировать подобные
ворота качества или пороги качества в ваш процесс автоматизации. И все тесты, конечно, должны быть автоматизированы. Еще один короткий пример пайплайна тестирования. Разные активности, которые вы видите в разных фичах. Вы двигаетесь к pull request, затем, когда он мержится с следующий тест, происходит QA и так далее. Нагрузочное тестирование, приемочное тестирование и дальше в прод. Мы провели некоторое количество опросов и поняли, что это на самом деле все еще далеко не общее место. Люди все еще работают над совершенствованием своих процессов тестирования. У некоторых компаний ничего нет интеграции в CI, у некоторых нет, например, тестов безопасности, таких вещей. У некоторых ограничения, связанные с окружением, некоторые не автоматизированы прохождение вот этих вот ворот качества. Okay. So how do you get started? The first thing is value stream analysis. Во-первых, нужно проанализировать поток ценностей. Это процесс, в ходе которого вы документируете процесс тестирования. Разработчик проверяет код со всеми шагами, которые должны состояться, чтобы все попало в прод. И просто размещает их на доске. But you just lay out all of the different activities. What's manual, what's automated, how long does it take, how many cycles does it go through. And you just lay out the entire process. Сколько шагов надо пройти. And so what this allows you to do is start to figure out, okay, where are our biggest opportunities? Начинаете разбираться, где у нас самые большие возможности для бизнеса. Вы создаете такой бэклог, в котором складируете все задачи, которые могут быть автоматизированы, что сохранит максимальное количество времени. Мы решаем самые простые задачи, может быть, сейчас, затем со временем мы больше получим преимущество от вот этих задач. И это то, откуда начинается понимание всеми участниками процесса тестирования и где мы можем приоритизировать те или иные вещи. Поэтому вот анализ потока ценностей очень важный шаг для того, чтобы понять, как улучшить процесс тестирования, чтобы перейти к непрерывному тестированию. Вот пример, который мы делали для заказчика, где мы документировали весь процесс тестирования от разработки до прода. Это 23-недельный цикл. Некоторое количество юнит-тестов в начале, потом регрессное тестирование, затем интеграция требует 6 недель от бизнес-пользователей, которые тоже проводят тестирование. И мы также видим, мы провели некоторый объем анализа на тем, откуда приходят баги. Мы поняли, что очень много просто отзывов от бизнеса, регрессионное тестирование было в основном вручную. То есть очень много пользы можно из такой активности извлечь, потому что она помогает нам понять весь процесс от и до, понять, где возможности для автоматизации, но и что мы можем сделать? Мы можем сказать, вот это 23 недели занимает. Если мы автоматизируем это, для крайнего случая, а если мы начали автоматизировать это, то мы можем определенные гипотезы высказать, например, сказать, что из 23 недель мы можем сократить до 13 или 17 недель. Тогда у нас получается очень четкий бизнес-кейс про то,
If we want to increase the amount of automation that we have, if we want to move to continuous testing, we might need new testers, we might need new tools. All of this costs money. And so we might just need time to do it, right? And so being able to go back to leadership and business and say, hey, if we make this investment, we can release time сократить время релизов вдвое. One or two more releases to production because of these improvements. Maybe the release time doesn't change, but we can include more stories. Может быть, мы не меняем время релиза, но мы зато вдвое больше историй сможем реализовать как часть наших спринтов. И это, конечно, очень полезно для бизнеса. И это им обязательно нужно для того, чтобы эти инвестиции реализовывать. Мы знаем, это лучшая практика, мы должны так работать, но никто не будет тратить время на что-то просто потому, что это лучшая практика. Люди будут тратить деньги только тогда, когда они знают, что они получат определенные ощутимые преимущества, которые дадут им преимущество на рынке. Если ваша компания может сделать 1-2 дополнительных релизов в год или увеличить производительность команды, то, безусловно, руководство поддержит это. Of the value stream analysis, from the Вот еще один подход к анализу цепи ценностей. Some of their deployments are automated, some of them are manual. Некоторые процессы, видите, автоматизированные, некоторые ручные. Все тестирование очень ручное. И, конечно, это часть процесса анализа, документирования процесса CI, когда вы смотрите в него в разрезе тестирования и говорите, ну, смотрите, вот здесь мы можем улучшиться, здесь мы можем улучшиться, вот как должно быть. Конечная точка, это помогает нам получить одобрение, понимание бизнеса и других. Мы поговорим о людях, мы поговорили о непрерывном тестировании, о том, как оно управляется agile и DevOps, We talked about the things that you need to do in order to enable continuous testing, and then how you can get started by using value stream analysis. But what's probably most important is who's going to do this work, right? Because this is a different way of working. Кто будет это все So the first thing that I самое recommend важное. people is taking inventory of your Первый team. шаг, который я обычно рекомендую людям предпринять, это инвентаризация вашей команды. Кто в вашей команде? У вас в основном ручные тестировщики или у вас просто есть enterprise команда, которая технические люди? Ваше руководство, они смотрят на процессы вендоров или это технологические люди? Вы должны очень хорошо понимать, кто есть кто. И когда вы реализуете непрерывное тестирование, вам потребуются лидеры в вашем подразделении тестирования, которые должны быть техническими. Они должны, когда вы двигаетесь в сторону менеджеры должны меньше и меньше думать о ежедневных задачах, они должны думать больше о том, как видеть эти возможности и развивать. Поэтому вам нужны руководители команд тестирования. Если у вас в основном ручные тестировщики, вам нужно как-то компетенцию автоматизации привнести. Может быть, инженеров туда перенести. И со временем эти ручные тестировщики должны сменить роль, может быть. Вы не можете научить людей автоматизации, если у них есть препятствия против этого, если у них нет никакого математического, технического IT-образования, то, возможно, тогда, если у них есть соответствующие дипломы или образование, то их можно этому научить. Но есть много людей, которые пришли из бизнеса, которые ручные тестировщики, и при трансформации в Agile у них будут новые роли, скам-мастера, продукт-оунеры, и со временем ваши тестировщики, ручные тестировщики могут перейти на какие-то бизнес-роли. Это даст вам, в свою очередь, возможность технических людей перевести в бизнес команду тестирования.
Это нельзя, конечно, сделать за один день, вам нужно сохранить экспертизу, но вся ваша команда должна быть технической. Вам нужно действительно иметь возможность и желание, вот этот новый способ работы реализовывать. Люди к нам часто приходят и спрашивают, как нам вот эту трансформацию пройти. И часто я говорю, да, я могу за вас делать ручное тестирование. И со временем, по мере уменьшения количества ручных тестировщиков, люди начинают заменять людей, тех, кто может делать автоматизацию, и переучивать людей. Я очень много работал с тестировщиками для того, чтобы их научить делать автоматизацию. И по-честному, мне кажется, что менее половины текущих тестировщиков могут. Действительно серьезно суть автоматизации. И роль инженера по качеству, кстати, она становится все более популярной, и это человек, который умеет на самом деле и вручную тестировать. Мы не будем нанимать ручных тестировщиков. Вы только технических людей должны нанимать. Даже если вы к этому не готовы, они просто, люди придут, найдут новые способы работы и заставят вашу команду больше автоматизировать. Будьте осторожны в отношении инструментов, которые обещают, что вся автоматизация у вас произойдет без программирования. Они все подходят к автоматизации с точки зрения интерфейса пользователя. У них такие же примеры, как автоматизация UI-тестов. То есть это мост в никуда. В конце концов, вы просто не сможете, вы просто перевернете эту пирамиду. Не получится без технических людей по-настоящему автоматизировать. Пока вы пытаетесь улучшить автоматизацию, вам нужно понять, как работает ваш пайплайн. Вы должны иметь возможность людям показывать, как это работает. Люди будут испуганы, они будут спрашивать, как это повлияет на нашу работу. Какие-то обучающие вещи за обедом, когда вы просто проводите вебинары и рассказываете, как автоматизировать тот или иной API с фреймами и так далее. Это возможность дать людям, свести людей вместе, узнать что-то новое, как большие организации, пока они меняют свой подход к тестированию, вы можете, они показывают своим людям, как, например, на внутренних днях тестирования, они показывают разные фреймворки, разные возможности, и очень часто люди, работающие в том или ином подразделении с одним приложением, они очень узко сфокусированы на их задачах. Им тяжело, нет времени интересоваться тем, что еще происходит в компании. Источник внутри, культура внутреннего источника в компании, она может помочь улучшить творческий подход и новые идеи. Полезно также выделять время экспертов, чтобы они помогали командам. Роуд-шоу мы проводим. Очень много лет подряд это делали. Видите, логотип из 2017. Но роуд-шоу для руководства, возможность показать им решения, новые способы работы. Трансформация начинается с тестирования. Вы можете
провести трансформацию в DevOps или в Agile, изменив то, как работает тестирование. И с такими роуд-шоу, с ведущими руководителями, вы можете оказать дополнительное давление на те команды, которые еще не начали трансформироваться. Это отличный способ показать работу, которую вы делаете. И рассказать им, что им потребуется их помощь в тех или иных вопросах. Также какие-то методы работы компании изменятся. Вы получите поддержку в ваших изменениях. Важно также сосредоточить вашу enterprise команду на возможностях и технологиях, чтобы члены команды имели всю полную возможность двигать код от разработки в продакшн. Следующая вещь после анализа цепи ценностей — это просто пилоты. 3 года назад мы начинали с пилотов. У нас не было истории про continuous testing. Я спросил, можно мы в 8 других направлениях сделаем пилоты, нам дали людей в этих направлениях, и они создали команды, которые помогали увеличивать зрелость в этих процессах, а мы использовали руководство для такой некоторой геймификации этого процесса, чтобы всем достались нужные награды за эту дополнительную работу. Но пилоты — это способ узнать, где находятся препятствия и сложности, и заставить людей поверить в ваше дело. Большой компании очень полезно именно таким образом двигаться. На этом я заканчиваю со слайдами. Я хотел бы, может быть, потратить 5 минут на то, чтобы посмотреть на слайды и ответить на вопросы, если они есть. Надо перезагрузить экран. I don't see any questions. Maybe я не вижу вопросов. I don't know if people can ask me questions directly. Может быть, кто-то хочет напрямую задать вопросы из зала. But if you have any questions, I'm happy to answer them. Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить. Hey, Alexei. Igor. Okay. I think that's it then. Алексей. So if you do have questions, да, если у вас есть I'll look at Slido later. Вопросы, давайте я посмотрю еще раз слайда. Я буду на связи. Просто напишите мне в Твиттере. С радостью вам помогу.